Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харп» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9000. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Giachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение,
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина, поражение живой силе и техники 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригада территориальной обороны и бригада Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха». От проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиация и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator Angkatan Bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины, 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины,
бригада территориальной обороны и бригада Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Giachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator Angkatan Bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, Angkatan Bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan Angkatan Bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Giachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харп» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение,
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригада Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харп» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Giachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харп» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Giachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы обороны, сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины.
14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator Angkatan Bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, Angkatan Bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan Angkatan Bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харп» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение,
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки формирований 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Giachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харп» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator Angkatan Bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, Angkatan Bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan Angkatan Bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение,
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки формирований 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan mobil perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu, 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet.
Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск
улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харт» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Giachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Anggota militer Vladimir Putin terus berusaha merebut posisi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Di wilayah Paraskovyevka, angkatan bersenjata Rusia mengibarkan bendera di salah satu gedung. Diketahui, sebagian besar desa sudah berada di bawah kendali pasukan penyerang dan pembersihan pinggiran barat terus berlanjut. Sumber daya analitis musuh mengkonfirmasi kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa kelanjutan pertempuran ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета,
24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak pesawat Su-34 saat menghancurkan benteng dan prajurit militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan itu dilakukan oleh bom udara terarah FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Ledakan dahsyat pada bangunan milik militer Ukraina tampak jelas setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rekaman yang diunggah @MOD-Rusia memperlihatkan kerja awak senjata Gyachin S dari kelompok pasukan Vostok memberikan dukungan terhadap pasukan penyerang yang berada di sana. Terlihat para personel militer Rusia mempersiapkan amunisi sebelum melepaskan tembakannya. Serangan ini diketahui mengarah ke wilayah Urozaini, tempat musuhnya berada. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan atas serangan ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Rabu 5 Juni 2024, sebuah video yang menunjukkan detik-detik prajurit angkatan bersenjata Ukraina dapatkan serangan brutal dari militer Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menghabisi pengangkut personel lapis baja terlacak M113 angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan UAV yang dijatuhkan dari operator angkatan bersenjata RF. Kendaraan militer Ukraina seketika terbakar hebat dan awak yang mengemudikan kendaraan tersebut juga terkena imbasnya. Dia terbaring lemas di dekat kendaraan militernya yang terbakar hebat tersebut. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib tentara Ukraina itu selanjutnya. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.